Мальчик отправляет письмо отцу-солдату, которого он никогда не видел. Несколько недель спустя его неожиданно навещают. В маленьком городке Мидоубрук было холодное осеннее утро. В воздухе пахло влажной листвой, а небо было окрашено в мягкие оттенки серого. 12-летний Лиам сидел за старым деревянным столом в своей комнате. Карандаш дрожал в его руке. Он уставился на чистый лист бумаги. На сердце у него было тяжело от смешанного чувства любопытства и тоски. Лиам никогда не видел своего отца. Его мама, Грейс, говорила о нем очень скупо, а когда говорила, ее голос был напряжен от эмоций, которые она пыталась скрыть. Все, что Лиам знал, это то, что его отец был солдатом, служил далеко отсюда, в какой-то далекой стране, которую он не мог себе представить. Идея написать письмо пришла ему в голову после того, как его учитель упомянул, что солдаты часто ценят послания из дома. В то время как его одноклассники планировали написать обычные благодарственные письма, Лиам решил написать одному солдату, о котором он думал каждый день, но никогда не видел. «Дорогой папа», — начал он дрожащим, но решительным почерком. Он поделился своими мыслями, задавая вопросы о жизни своего отца, его любимом блюде, хобби и о том, почему он никогда не возвращался домой. Он писал не от злости, а от глубокой, мучительной потребности понять. Закончив, он аккуратно сложил письмо, вложил его в конверт и адресовал на базу, о которой его учитель упоминал на уроке. Мама поймала его, когда он собирался опустить письмо в почтовый ящик. «Что это такое?» – спросила она, нахмурив брови. «Просто школьный проект», – быстро ответил он, избегая ее взгляда. Грейс долго смотрела на него, но в конце концов оставила это без внимания. Проходили недели, а жизнь продолжалась. Распорядок дня Лиама был прост. Учеба, работа по дому и вечера, которые он проводил, помогая своей маме в закусочной, где она работала. Каждый день он проверял почтовый ящик с крошечной надеждой, что кто-нибудь, хоть кто-нибудь, ответит. Но в почтовом ящике не было ничего интересного. Затем, однажды ближе к вечеру, все изменилось. Лиам был на заднем дворе и пинал футбольный мяч, когда услышал хруст гравия на подъездной дорожке. Он обернулся и увидел мужчину в форме, выходящего из машины. Мужчина был высоким, с обветренным, но добрым лицом и глазами, похожими на глаза Лиама. Грейс появилась в дверях, ее лицо побледнело, когда она уставилась на посетителя. «Лиам», — позвала она дрожащим голосом, — «идите сюда». Лиам осторожно приблизился, его сердце бешено колотилось. Мужчина опустился на колени, чтобы быть на одном уровне с ним, и протянул конверт. Письмо Лиама, теперь помятое и потертое из-за путешествия. «Ты, должно быть, Лиам», — сказал мужчина мягким, но твердым голосом. «Я твой отец». Но у Лиама перехватило дыхание. Он не мог ни говорить, ни двигаться. В его эмоциях смешались шок, радость и едва заметный намек на гнев. «Ты получил мое письмо», — сумел прошептать он. «Да», — ответил его отец, — «и это значило для меня все». Грейс стояла молча. Ее глаза блестели от непролитых слез, когда она наблюдала за ними обоими. Лиам, мужчина, отец Лиама, полез в карман и вытащил маленькую потрепанную фотографию. На нем была изображена его более молодая версия с малышом Лиамом на руках. «Я носил это с собой повсюду», — сказал он. «Ты всегда был со мной, даже когда меня не могло быть рядом». Сердце Лиама сжалось от тяжести этого момента. Он не знал, что сказать или что чувствовать. Они стояли втроем, и свежий осенний ветерок овевал их, а мир, казалось, замер. Визит был неожиданным, но это было только начало того, о чем Лиам только мечтал. Шанс познакомиться с отцом, о котором он всегда мечтал.
И когда солнце опустилось за горизонт, окрасив небо в золотые и розовые тона, Лиам почувствовал искорку надежды, что, может быть, только может быть, их история наконец-то началась. На следующее утро Лиам проснулся раньше обычного. Его комната была залита мягким солнечным светом, но воспоминания о прошлой ночи наполняли его нервной энергией. Его отец, Сэм, остался на ночь и спал на старом диване в гостиной. Лиам выбрался из постели и на цыпочках прокрался на кухню, тихо ступая босыми ногами по деревянному полу. Он выглянул из-за угла и увидел Сэма, сидящего за столом с чашкой дымящегося кофе. Его отец выглядел усталым, но в том, как он смотрел в окно, наблюдая за тем, как ветер играет с листьями, было что-то умиротворяющее. «Доброе утро», — сказал Лиам, входя в комнату. Сэм повернулся и улыбнулся, и эта улыбка показалась ему знакомой и в то же время новой. «Доброе утро, приятель! Ты рано встал!» Лиам на мгновение заколебался, не зная, что сказать. Он хотел задать 100 вопросов, но не знал, с чего начать. Вместо этого он придвинул стул и сел напротив отца. «Ты хорошо спал?» — спросил Лиам. Сэм усмехнулся. «Старый. Было немного тесновато, но я спал и в худших местах». Он взглянул на Лиама, и его взгляд смягчился. «А как насчет тебя? Как ты себя чувствуешь?» Лиам пожал плечами. «Я не знаю. Это немного странно, но, по-моему, в хорошем смысле странно». Сэм, понимающе кивнул. «Для меня это тоже странно. Я так долго думал об этом моменте. Но теперь, когда это случилось, я не уверен, что все делаю правильно. У тебя все хорошо», — сказал Лиам, удивляясь тому, как искренне это прозвучало. В этот момент на кухню вошла Грейс. Ее волосы были еще влажными после быстрого душа. Она коротко улыбнулась Сэму, прежде чем подойти к плите, чтобы приготовить завтрак. В воздухе повисло напряжение от невысказанных слов, но Лиам заметил, что они чувствуют себя более непринужденно, чем прошлой ночью. «Я тут подумал», — сказал Сэм, нарушая молчание. «Может быть, мы могли бы провести этот день вместе, только вдвоем. Ты не против, Грейс?» Грейс оглянулась через плечо. Выражение ее лица было непроницаемым. Через мгновение она кивнула. «Все в порядке. В любом случае, у меня двойная смена в закусочной». Внутри у Лиама все сжалось от волнения и нервозности. «Что мы собираемся делать?» Он спросил. Сэм улыбнулся. «Все, что ты захочешь». Лиам на мгновение задумался. «Может, сходим на рыбалку? В лесу на окраине города есть ручей». «Город. Я никогда там не был, но всегда хотел попробовать. Рыбалка — это то, что надо», — сказал Сэм. После завтрака Сэм и Лиам набили небольшой холодильник с сэндвичами и напитками. Грейс протянула им старую удочку, которую нашла в гараже, и вскоре они отправились в путь. Сначала прогулка к ручью прошла в тишине. Лиам то и дело украдкой поглядывал на своего отца, пытаясь понять, что он за человек. Сэм, напротив, казался довольным затянувшимся молчанием, время от времени указывая на птицу или облако забавной формы. Когда они добрались до ручья, глаза Лиама расширились. Вода искрилась на солнце, а окружающие ее деревья отбрасывали игривые тени на поверхность. Это было все равно, что попасть в другой мир. «Это прекрасно», — сказал Сэм, раскладывая их снаряжение. Он показал Лиаму, как забрасывать леску, и его терпение проявилось в том, как он управлял руками сына. Они часами проводили у воды, не слыша ничего, кроме смеха и историй. Сэм рассказал Лиаму о своей службе в армии, забавных моментах с друзьями, местах, которые он видел, и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Он мало говорил об опасных моментах, но Лиам заметил, как взгляд его отца становился отстраненным, когда речь заходила о чем-то близком. День клонился к вечеру, и Лиам наконец задал вопрос, который не давал ему покоя. «Почему ты не вернулся раньше?»
Сэм отложил удочку и повернулся к Лиаму. Его лицо было серьезным. «Это честный вопрос, и ты заслуживаешь честного ответа». Он глубоко вздохнул. «Когда я записался в армию, я думал, что поступаю правильно для тебя и твоей мамы. Я думал, что защищаю тебя. Но правда в том, что я был поглощен своим долгом и не осознавал, как много времени уходит. А когда я наконец осознал, то испугался. Испугался, что вернусь и не смогу быть тем отцом, каким ты хотела меня видеть». Лиам уставился в землю, теребя пальцами край своей рубашки. «Ты все еще был нужен мне», — тихо сказал он. Голос Сэма дрогнул, когда он ответил. «Я знаю, и мне очень жаль, что меня там не было. Но сейчас я здесь, и я хочу все исправить, если ты позволишь». Лиам встретился взглядом со своим отцом, пытаясь найти что-то, чему не мог найти название. Он медленно кивнул. «Я постараюсь», — сказал Лиам. Сэм улыбнулся, и Лиам впервые почувствовал тепло, которое, казалось, заполнило пространство, о котором он и не подозревал. Когда они собрали вещи и отправились домой, Лиаму стало легче. Ручей, лес и солнечный свет стали свидетелями начала чего-то нового. Связь, которая была утрачена, но теперь тщательно восстанавливалась. Вернувшись домой, Грейс наблюдала из окна кухни, как они возвращались, смеясь над чем-то. Лиам сказал, что впервые за много лет она позволила себе надеяться. Последующие недели были наполнены маленькими моментами, которые постепенно переросли в нечто более сильное, чем Лиам мог себе представить. Сэм вернулся в Мидоу-Брук не просто погостить, а остаться. Он нашел небольшую работу в городской ремонтной бригаде и снял небольшой домик на окраине города. Поначалу дни казались неловкими. Лиам не был уверен, как быть с отцом, который существовал только в его мыслях и рассказах. Было еще много спокойных моментов, когда и отец, и сын просто не знали, что сказать. Но постепенно они начали находить общий язык. Выходные они проводили вместе, катаясь на велосипедах, играя в футбол, а иногда и просто сидя во дворе, разговаривая обо всем на свете. Сэм научил Лиама, как починить протекающий кран, а Лиам научил Сэма готовить идеальный сэндвич с арахисовым маслом и желе. Это было просто, но по-настоящему вкусно. Грейс тоже начала смягчаться. Потребовалось время, но она начала понимать, что Сэм уже не тот мужчина, который ушел от нее много лет назад. Дистанция между ними сократилась, и хотя любовь, которую они когда-то разделяли, исчезла, они начали находить новый вид дружбы, связь, основанную на совместном опыте воспитания Лиама. Однажды вечером, когда они втроем сидели на крыльце и смотрели на закат солнца, Лиам почувствовал, как в его груди поселилось спокойствие. Он почувствовал, как тяжесть всего, чего он желал, всего, что он считал невозможным, начала спадать. Его отец был здесь, и Лиам впервые понял, что семья — это не только физическое единение. Это было стремление понять, исцелиться и двигаться вперед. Когда небо потемнело, Сэм встал и потянулся. «Знаешь», — сказал он, — «я пропустил много дней рождения, праздников и 1 мая, но я не собираюсь пропускать остальные». Лиам улыбнулся, чувствуя, как тепло, исходящее от этих слов, проникает глубоко в душу, и хотя прошлое никогда нельзя изменить, будущее полно возможностей. Остальную часть истории они напишут вместе. Они не знали точно, как все будет происходить, но впервые их это устраивало, потому что теперь они были друг у друга, и этого было достаточно.